Приветствую вас, друзья! Сегодня мы снова немножко поработаем с настройкой нашего Z-процессора. Настройка эта необходима в том случае, если вы самостоятельно занимаетесь разбором побочных карт, то есть не только натальных карт, но и разного рода производных. Например, Synastry, занимаетесь разбором транзитов или же подбираете какого-либо рода элекции. Одним из важных моментов, которые мы в обязательном порядке учитываем в астрологическом разборе, являются орбисы. Дело в том, что по умолчанию в нашей программе используются одноградусные орбисы для всех типов совмещенных карт. В этом смысле, если вы проходили мой курс натального анализа, то, в общем-то, вы уже более-менее с темой орбисов знакомы и знаете о том, что в зависимости от ситуации орбисы, имеется в виду, могут достаточно сильно меняться. Также, если говорить про транзиты, там тоже не все так далеко однозначно, чтобы это можно было для каждого отдельно взятого случая забить в программу и пользоваться этим абсолютно не корректируя, скажем так, по ходу уже собственной интерпретации все это дело в уме. В принципе, то же самое касается и Synastry. По умолчанию транзиты и Synastry в Z-процессоре используют одноградусные орбисы. Но корректировка нам в любом случае будет необходима. И именно этой настройкой и корректировкой мы с вами сегодня и займемся. Для того, чтобы перейти в настройку аспектных таблиц, нам нужно открыть настройки программы. Можно просто двойным щелчком щелкнуть по белому полю вашей карты. И здесь нам надо выбрать аспектацию. Это 7-я кнопка вверху по счету. Самая первая вкладка «Аспекты». Нас будет интересовать вот это вот поле. Здесь благодаря такому достаточно неплохому функционалу можно очень тонко настроить все, что касается аспектации. Ну, например, нужно учитывать, что автовыбор страницы, он подразумевает ситуацию, в которой Z сама, в зависимости от нашего запроса, ну, допустим, если нас интересует в данном случае, вот у нас здесь всего 2 аспектные страницы, и, допустим, нас интересует транзит, к примеру. Это значит, что автоматически в случае выбора второстепенной карты Z выбирает именно аспектную страницу, которая называется транзит. Вот она ее построила. Ну, здесь у нас одинаковые даты, поэтому и полное совпадение можно наблюдать. Ну, можно, конечно, для наглядности все это мероприятие немножко сдвинуть. Скажем, вот так. И вот так. Уже будет поинтересней. Вот. В случае выбора Synastry ситуация та же самая. Также выбирается транзит, и как вы видите, здесь абсолютно ничего не меняется. Нас будет интересовать настройка. То, каким образом можно ту или иную таблицу
выбрать и выбрать ее отличную от той, которая автоматически подбирается программой. Для того, чтобы убрать автоматический подбор, нам надо отключить автовыбор страницы. Ну, в данном случае можно просто снять галочку. В случае, если вам не очень удобно каждый раз открывать настройки, вы можете просто нажать клавишу F8. И если же нам необходимо что-то редактировать, то открываем настройки и переходим вот сюда. Для того, чтобы открыть сами аспектные таблицы, нам нужно нажать кнопку F2, либо вот здесь у нас есть тоже два варианта выбора в аспектную страницу. Здесь у нас поле достаточно широкое. Минорные аспекты у нас отключены, пользоваться мы ими не будем. И здесь у нас есть возможность редактирования, в общем-то, всех аспектов мажорных. Они, кстати говоря, вот отмечены буковкой М. Все, что есть здесь для редактирования, необходимо просто двойным щелчком нажать на том или ином поле. Точно так же вы можете любой аспект, в зависимости от необходимости, вы можете его отключить. Ну, допустим, не нужно вам соединение. Вы его взяли, отключили. Вот обратите внимание, здесь у нас есть соединение Сатурн-Плутон. Вот оно появляется и исчезает. Таким образом мы включаем или отключаем тот или иной аспект. Для того, чтобы определиться с мажорными аспектами, здесь ситуация та же самая. Тот же самый Quickens, допустим, кто-то относится к мажорным, кто-то не относит. Ну и для того, чтобы в данном случае включить его отображение, нам нужно поставить кнопку букву М. И тогда, поскольку у нас здесь изначально в настройках выставлено отображение мажорных аспектов, программа будет считать Quickens с мажорным аспектом, и она, естественно, его отобразит в данном случае. Но нам это пока что тоже не нужно. Для того, чтобы создать новую аспектную страницу, все достаточно просто. Правой кнопкой мышки щелкаем, добавить страницу и обзовем ее, к примеру, Синастрия. Ветер, ну, вы можете, естественно, называть, как вам заблагорассудится. Таким образом, у нас появилось еще одно поле. Здесь у нас поле транзит, здесь у нас поле Синастрия. Они идентичные. Изначально по умолчанию у нас задаются довольно-таки простые, одинаковые поля с максимальным набором всех возможных аспектов, а дальше уже по своему разумению мы делаем разные соответствующие настройки. Аспектная таблица, она достаточно широка. То есть тут у нас действительно очень много всяких настроек, и в данном случае нас, конечно же, будет интересовать все, что связано с нашими планетами. Ну вот, допустим, необходимо нам изменить соединение, настройку, аспект соединения по Солнцу. Двойным щелчком выставляем 3 градуса, нажимаем Enter. Двойным щелчком 2 градуса, Enter. Здесь можно взять по 1,5. Но опять же, это я делаю все достаточно условно, потому что мы должны понимать, что для каждого отдельно взятого случая своя
будет настройка, и всегда будет необходимость учитывать те или иные моменты. Ну, Сатурну можно тоже сделать 1,5. А дальше здесь уже оставить по градусу. В случае остальных аспектов можно проделать то же самое. Не забываем, что мы имеем возможность также поменять и цвет аспекта, который нас интересует. Здесь у нас гармоничные аспекты выделены красным цветом, гармоничные зеленым. Мы можем поменять его на любой вкус. Вот, пожалуйста, пример: аспект соединения. Можем выбрать любой, там желтый, например. И у нас аспекты желтые. Ну, их, естественно, на этом фоне не видно, поэтому оставим то, что было. Вот таким вот образом мы настраиваем все точки. Вот это поле мы не трогаем, это оставляем. Кстати говоря, количество настроек здесь на самом деле действительно большое. То есть, если, допустим, нам нужно принципиально менять все до мелочей, мы можем вот таким вот образом, мы опять же корректируем Orbis. Вот так мы можем корректировать аспект. Здесь мы имеем возможность и символ выбрать любой. Здесь, кстати, есть редактор символов, то есть можем еще и рисовать все, что нам заблагорассудится. Градусную величину, выбираем цвет, выбираем тип пунктирной линии. То есть здесь у нас настройки достаточно широкие. Есть еще одна хитрость, которая нам позволяет, скажем так, экономить наше время. То есть если у нас есть необходимость корректировать целый блок аспектный, ну, допустим, нам нужно вот эту троицу личностных планет, мы нажимаем, выбираем столбик Меркурия, зажимаем Shift, выбираем Венеру, выбираем Марс, и дальше можем уже делать то, что нам необходимо. Мы можем работать со всем, так сказать, блоком. Для того, чтобы снять это выделение, нам необходимо просто нажать Escape. Для того, чтобы редактировать весь блок, после того, как мы все выделили, правой кнопкой мышки щелкаем. Ну, сначала левой на верхней левой ячейке, а потом здесь вот уже можем выбрать корректировать весь блок. И вот тут можно разные варианты выбрать. Установить, увеличить, уменьшить, разделить. Ну, допустим, нам нужно умножить все на 1,5. Чуть-чуть увеличим все это мероприятие. Хоп. И у нас все наши орбисы увеличились. Очень удобно. Мы все личностные планеты немножко, скажем так, приподняли. Но здесь несколько непривычная вот эта ситуация с выбором блока. То есть тут надо к нему приловчиться. Зажимаем Shift, можем выбирать по диагонали, можем выбирать вот так. Это все одним нажатием. Ну и здесь вот уже на выбранную ячейку контекстное меню вызываем и редактируем то, что нам надо. То есть вот так вот мы можем редактировать достаточно быстро все то, что нам необходимо. Ну, для того, чтобы выйти отсюда, как я уже и сказал, мы просто нажимаем Escape. Таким вот образом мы имеем возможность корректировать аспектную таблицу. И в случае, когда нам необходимы более, скажем так, точные, более прицельные взгляды на то, как будет работать совместимость с чуть-чуть расширенными орбисами, но, естественно, меньше, чем это могло бы быть в Натале. То есть вы можете сравнить с Наталами, к примеру. Вот Натал, да,
У нас сейчас селектор автоматический выбор отключен в селекторе типов карт. И вот как бы выглядела наша синастрия, если бы у нас стояли орбисы Натала. То есть вы видите, они здесь достаточно широкие. 12, 10, 5, 5. Возвращаем на синастрию и получаем наш вариант, который, скажем так, несколько поменьше. Вот. Не забываем про эту штуку и учитываем, что одноградусные орбисы нам нужны для понимания того, какие аспекты работают всегда и работают постоянно. Если речь идет о транзитах, то одноградусный орбис он фактически является гарантией реализации события. Если мы говорим про синастрию, то здесь это гарантия реализации какого-либо рода взаимодействия в случае, если люди вовлечены в одну и ту же деятельность, они вместе, то надо понимать, что планета, приходящая на планету одного из участников синастрии, автоматически аспектирует другую планету с учетом того, что у нас есть одноградусный орбис. В случае орбисов 2 и 3 градуса, там, естественно, погрешность это дальше, больше. Например, если имеется у вас в совместимости какой-нибудь аспект, ну вот здесь у нас такой аспект, мы даже, честно сказать, навскидку мы его не найдем. Ну не суть, допустим, стоят у нас Солнце 2 с орбисом в 3 градуса, то надо понимать, что даже если брать транзитное Солнце, это будет реализация событий у одного человека в один какой-то день, а у другого аж через 3 дня. Если у них взаимодействие достаточно плотное, то есть, допустим, они супруги, к примеру, то тогда, естественно, можно ожидать, что они будут вовлечены в общее, скажем так, событие. Но если нет, то вероятность этого всего очень сильно падает. В случае одноградусного орбиса здесь, конечно же, вероятность намного выше. Но для анализа транзитов желательно подразумевать, что действительно у нас могут те или иные транзитные аспекты сработать до вхождения транзитной планеты в одноградусный орбис. Что касается совместимости, то здесь орбисы будут, в общем-то, даже побольше. Потому что в случае транзитов нам нужна точность и гарантия того, что мы прогнозируем, действительно реализуется. А в случае совместимости мы просто для себя отмечаем, что если у людей есть идея какого-то диссонанса, ну, допустим, у одного Солнца в Овне, у другого Солнца в Козероге, но между ними орбис 4 градуса. То есть острого конфликта здесь нет, но в принципе, скажем так, ущемление воли одного человека, воли другого человека, оно может иметь место быть. Тем более, если учесть, что в этом примере приведенном, там у нас будет Солнце в экзальтации, в знаке Овна. Ну, в общем, это уже детали. Возвращаем автовыбор вот сюда, и здесь у нас также остается транзит. Мы можем, конечно, менять настройки, как нам заблагорассудится, поскольку мы добавили аспектную таблицу. Называется она вот таким вот образом, но это именно для синастрии. Но, тем не менее, мы можем изобрести и назвать любую свою аспектную таблицу. И точно так же ее использовать для выбора, в общем-то. Вот. И здесь просто нужно было, чтобы она появилась, моя именно, нужно было вот эти настройки переоткрыть заново. И здесь мы можем наблюдать вот ту мою аспектную таблицу, которую мы с вами только что создали. Вот. Но оставляем все без изменений пока что. Включаем автовыбор и пользуемся тем, что у нас есть. Вот таким вот образом производится настройка орбисов, настройка выбора таблиц в аспектных таблицах в работе с аспектами.